Всем привет! И в этом видео я решила показать один день из своей жизни. Всем доброе утро, время 5:20 утра, я уже собралась, вот беру свою сумочку и уже готовлюсь выходить, так как автобус выезжает в 6. В это время просто прекрасная погода на улице и абсолютная тишина. Тут я, естественно, должна была показать вам восход, и да, я немного попонтовалась своим английским. Yeah, I'm always is like that in the morning. On my way to bus station. Что ж, думаю, этого было достаточно. Направляемся мы, кстати, на самую большую ярмарку в Анталии. Тут я показываю свой завтрак. И вы наверняка подумаете, почему я завтракаю на остановке. Как мы можем заметить по фото, автобус, который должен был начать свой путь в 6, выехал лишь в 30 минут. Благо мы уже сели в автобус, правда сонные, но зато сытые. Кстати, забыла напомнить, что мы должны были сделать несколько пересадок, чтобы доехать до нашего места назначения, поэтому тут мы уже на следующей остановке ждем другой автобус. Тут моя подруга пожаловалась на то, как выглядят ее волосы, но потом я сняла себя в автобусе и... Да, в общем, спустя где-то часа езды мы наконец-то прибыли, но пришлось топать еще минут 10. Нам район показался пустым, но все же у меня были надежды на то, что великолепная ярмарка, на которую меня ведет моя подруга, оправдает всю дорогу. А тут я просто хотела показать контрасты района Кипес. И вот то самое место, что мы так долго ждали. Как вы уже могли понять, это именно то, чего я ожидала. Мы остались очень довольны. Спасибо, Мирве. Перелазей? Ты хочешь снять? Перелазей. В общем, мы прошлись от начала до конца и сразу же вышли. Потом решили поехать в другое место. Куда мы идем? Не знаю. Врет. И выбрали мы, конечно же, Дюденский водопад, который находится как раз-таки в этом районе. Правда, не так близко, как хотелось бы, а на улице уже было жарко, поэтому мы решили ехать на автобусе. И какой же был кайф, когда мы узнали, что ближайшая остановка в 15 минутах ходьбы. А вон там вдалеке можно увидеть нашу остановку. Оказалось, что эта остановка была не та, но Мирве удалось остановить автобус, и мы сели. А тут я хотела заснять то, что возле парка вы можете увидеть верблюдов. И, наконец-то, великий Дюденский водопад. Он оказался закрыт, и поэтому нам пришлось ждать открытия еще полчаса. И мы решили, почему бы не зайти в бутики и не померить очки. В принципе, мне понравилось. Я даже задумалась над тем, чтобы взять себе солнцезащитные очки, так как, интересный факт, у меня не было ни одной пары очков, и я, в общем, их не ношу. И, наконец-то, мы смогли зайти в это прекрасное место. Будучи студентами, для нас вход стоил только 10 лир. Еще не снимаем, еще не пришли. Конечно же, после такого аргумента я выключила камеру. И вправду, самое интересное нас ждет впереди. После этого супер прохода. Паркур. Я этого не понимаю. Наше место назначения, между прочим. А тут Мирве обязательно надо было перевернуть этого джентльмена. Ну а тут мы спускаемся все ниже и ниже к водопаду и уже видим прекрасные виды, созданные природой. Ну вы просто послушайте это.
Можно, думаю, заметить, как я была рада быть в этом месте. Дальше по пути мы увидели ущелье с летучими мышами и, конечно же, подошли. Мерве сказала, что там плохо пахнет, но все равно не могла насмотреться на них. А тут я самым гениальным способом пыталась показать, как они сидели именно все в определенном месте. Но да. На этом моменте я чувствовала, что начинаю надоедать Мерве, но вроде пронесло. Ну вы просто посмотрите на это. Честно говоря, я была очень рада и воодушевлена, посещая это место. Воссоединение с природой всегда дает лишь позитивный эффект и вправду наполняет энергией. Не учит еще. Как вы могли понять, мы нашли котенка прямо при входе в пещеру. Внутри было прохладно и очень влажно из-за водопада. Должна признаться, что это было одним из самых приятных открытий для меня — прогулка за водопадом. И небольшой отрывок того, как мы записывали аутфит-чек вместе с тем самым котенком. Мы его потом вывели на улицу. После успешного вывода котика наружу, мы пошли заниматься уже любимым делом. На видео, в принципе, хорошо смотрится, кстати. Ну прям модель, я в шоке. Спускаемся обратно, чтобы исследовать пещеру до конца. Тут такая крутая спиралевидная лестница. Now that's what I'm talking about. Проходы внутри, кстати, тоже кажутся завораживающими. Но вы просто посмотрите, каждые пару метров живописные виды на воду. Несмотря на то, что место было идеальным для посещения, нам этого, конечно же, мало. И мы решили поехать в торговый центр. Как вы поняли, вначале у меня были смешанные чувства насчет автобуса, но в общем он оказался очень даже классным. И как я уже сказала, единственным минусом было лишь то, что нам пришлось опять ехать с пересадкой. И вот мы тут. Кстати, в первый раз в жизни столкнулась с открытой крышей в торговом центре именно здесь. Выглядит, очень симпатично. Мы прошлись по парочке магазинов и, конечно, зашли в самый важный тоже. После всех важных дел мы, конечно же, проголодались и решили сходить в продуктовый на -1 этаже. Зашли мы, кстати, в итоге в Мигрос. Я решила взять себе онигири. Было интересно узнать вкус, так как я их не пробовала здесь. И не успев даже ничего попробовать, мы сразу же вышли и пошли на остановку, потому что автобус уже выехал. Вы, наверное, подумаете, а зачем же так торопиться и идти на остановку? Можно было просто сесть и поесть. Но прикол в том, что до нашего дома доехать мы можем всего на одном автобусе, который ездит раз в 40 минут. Итак, наше путешествие завершилось в 2 часа дня. Ну и на этом все. Если тебе понравилось видео, обязательно ставь лайк и оставляй комментарии, задавай любые вопросы. До скорых встреч!